Тема 682. Медицинские шапочки с рисунком. Этот товар меня потряс так же, как в свое время потрясли вязаные гольфы-обманки для сапог. Вернее, потряс не сам товар, а его статистика. Она очень впечатляющая. Вот эти медицинские шапочки с рисунком у одной рукодельницы на ЕЦ купили более 30 тысяч штук. Смотрите сами на странице ec.com/shop/surgiets. Все вы, наверное, заметили, что на Западе популярна цветная и удобная медицинская форма, в отличие от наших традиционных белых халатов. Некоторые наши предприниматели это тоже заметили. И сначала стали с Запада возить подобную форму, а потом начали ее здесь же шить. То, что эта медицинская форма нам доступна, доказывают герои сериала «Интерны», которые почти всем составом оделись в эту форму. Но вот такие медицинские шапочки, одна из которых покрывает голову любые из интернов, хоть и цветные, уже не модны. В моде сейчас шапочки с ярким цветным рисунком. На Западе все модники от медицины стремятся носить именно такие. Основной производитель подобных шапочек – компания Shrubs.com из Калифорнии, США. И частично ее шапочки до нас доходят, я находила по одному экземпляру в некоторых наших интернет-магазинах. Но продавать подобную шапочку всего одной расцветки – это нонсенс. Чтобы купить, нужно, чтобы было из чего выбирать. В самом нашем известном интернет-магазине Punta.ru, который продает почти все, я нашла подобные шапочки с рисунком от двух российских производителей, Medfashion Lab и Medis. Но на поверку это оказались просто колпаки, которые не настолько яркие, как западные. И они по объему даже не регулируются. Это по форме просто хлопчатобумажный цилиндр. И при этом такие колпаки покупают. У колпака, что на картинке, на данный момент 100 продаж. Значит, спрос есть. У американских шапочек рядом с нашими шапочками неоспоримое преимущество. 1. Более яркая и разнообразная расцветка. 2. Они эргономичные. Они все регулируются по объему, так что подходят для любой взрослой головы. 3. Они имеют такую форму, что убрать в шапочку можно даже самые длинные волосы и самую пышную прическу, а ведь именно для этого предназначены медицинские шапочки, чтобы волосы не сыпались на пациентов, на таблетки и на хирургические столы. Они идеальные, потому и спрос на них такой огромный, несмотря на наличие крупных производителей. Хирургический техник Эльвия Эрнандес, автор приведенных модных медицинских шапочек, по ночам трудится в больнице, а днем садится к швейной машинке и строчит свои шапочки, одевая свою больницу и массу прочих больниц по США и миру. Правда, она работает уже не одна, а с помощницей. За 5 лет она продала их более 30 тысяч, каждая продается по $7-20, самые массовые шапочки стоят $12-15. Я думаю, нашим медицинским работникам такие шапочки тоже придутся по вкусу. Тем более, что обслуживающий персонал, по большей части женский. А то, что сейчас предлагается на российском рынке, совершенно им не подходит. Кстати, такие шапочки могут носить не только медицинские работники, но и работники столовых, кафе и ресторанов. На их рабочих местах тоже нежелательно ронять волосы на что бы то ни было. Кроме того, такие шапочки очень подойдут людям после химиотерапии и вообще людям, теряющим волосы по
разным другим причинам. Ведь если у мужчин мода на лысую голову, то у женщин такая мода еще не наступила. Эти шапочки помогут им чувствовать себя комфортно в любой обстановке. Мне кажется, их можно будет носить даже людям без проблем с волосами. Просто так, на улице, в солнечную или ветреную погоду. Они ведь на 100% хлопчатобумажные. Голова не вспотеет. Ветром такую шапочку не смахнет. Пыль на волосы не попадет. Чем-то она похожа на бандану. Но, в отличие от нее, она не стягивает волосы и прикрывает лоб, увеличивая при этом объем головы. Такой головной убор можно накинуть на голову даже просто тогда, когда лень с утра укладывать волосы, или очень сильно торопишься. Или тебе просто испортили прическу в парикмахерской. Или ты не успела помыть голову. Или просто хочется надеть что-то модное. Раньше наши женщины носили платки, а теперь вот можно носить такие красивые шапочки. Если, конечно, их кто-то в нашей стране начнет шить. Подпишись на канал Идеи домашнего бизнеса и жми колокольчик для уведомления о действиях канала.